Всем привет, меня зовут Елена. Сегодня предлагаю вторую часть видео по созданию вот этого белого свитера, который у меня сейчас в работе. Первая часть, ссылочка будет в описании под видео, в правом верхнем углу и в первом комментарии к этому видео. Там как вязать резинку, как рассчитать количество петель, как расположить узор по раппортам. Вот. А в этой части уже все остальное, это практически уже готовое изделие, только без рукавов, в виде жилета получается. Вот так оно выглядит. Все, конечно, в кадр не помещается, но тем не менее, как-то так, я вам на фотографиях покажу. Если здесь сделать обработку резиночкой, то получается жилетка, а если привязать рукава, то будет джемпер. Как вязать рукава будет следующая часть этой серии видео. Сейчас расскажу, из чего вязала. Пряжа здесь вот такая пехорка. В 100 граммах 480 метров, 100% объемный пан. Честно скажу, ниточка мне не очень понравилась. Точнее сказать, что она мне вообще не понравилась. Если будете вязать, лучше возьмите что-то другое. Ну, желательно с таким же метражом, если вы будете вязать точь-в-точь по таким же размерам, как у меня. Если что-то другое, то, естественно, это уже ваше дело. Здесь размер у меня 46-48, даже, мне кажется, можно на 50 натянуть при желании. И на 44 при желании тоже можно. Так, сейчас расскажу подробнее, сколько чего здесь в сантиметрах, чтобы было более понятно. Так, высота резиночки здесь у меня в сантиметрах 6,5. Ширина резиночки, это я буду говорить все по половинке. Так, половинка вот обхвата 43. Здесь дальше в самой части 49 ширина. Вот здесь в переходе на пройму, здесь увеличивается ширина, получается здесь у меня ширина, так, 55 сантиметров. Длина изделия от плеча до низа резинки, сейчас скажу сколько, 64, можно, конечно, было и меньше, а от горловинки до низа 54,5 сантиметра. Что еще? Пройма здесь у меня 18 сантиметров, и глубина горловины выреза составляет 11 сантиметров. Плечо здесь у меня, если считать вместе с резиночкой, получается 20,5 сантиметров. Вот, ушло здесь у меня на вот эту часть неполных 3 моточка. Расход, конечно, хороший. Вот. Я думаю, что на рукава у меня еще где-то уйдет 1,5 мотка, может 2. В общем, итого 5 моточков. Ну, можно с запасиком взять еще один, чтобы уж наверняка, вдруг у вас будет чуть побольше, или у вас плотность более такая тугая. Поэтому возьмите с запасом 1 моточек. Всегда лучше больше, чем меньше. Ну и вот по размерам это все. Дальше, как увеличить, как уменьшить, я все объяснила в видео. Естественно, что сначала вяжем образец, высчитываем, сколько петелек в сантиметре. Вязание, конечно же, начнем с вязания образца. Вяжем маленький образец, измеряем, сколько у нас помещается столбиков в 1 сантиметре. У меня помещается 2 столбика. Измеряем либо обхват груди, либо обхват бедер, по которому вы будете ориентироваться, смотря что больше. Вот. Умножаем это число на 2, потому что у нас 2 столбика, у меня 2 столбика в 1 сантиметре, и получаем то количество петель, которое нужно набрать на начало вязания. Для того, чтобы резинка была меньше, чем следующая часть, просто возьмите тоненький крючок и вяжите резинку, чтобы не делать никаких дополнительных расчетов, если вы не знаете, как это сделать. Да, в принципе, можно и не заморачиваться по этому поводу.
Резинку просто тоненьким крючочком свяжем. Вот. Если уж захотите, чтобы у вас вот эта часть была пошире, можно просто после резинки в самом вот этом первом установочном ряду прибавить столбики, как я показывала в видео про узор. Вот. Далее распределяем узор по раппортам и вяжем. Теперь скажу, как вязать резинку вот эту 1 на 1, как вязать этот узор я показывала в видео, ссылочку на которое я оставлю либо в правом верхнем углу здесь, либо под видео, либо в первом комментарии еще прикреплю, потому что не все видят инфобокс. Вот, в общем, вяжем мы по кругу этим узором на расстояние, которое нам необходимо до подмышек. У каждого оно будет своим. Сейчас я измерю, сколько у меня. Вот если резинку не считать, то у меня получается 30 и еще 7 сантиметров. 37. У вас может быть какая-то другая цифра. Вот. Связали до подмышек по кругу. И нужно поделить вязание пополам, поскольку нам нужно как-то засунуть туда руки, вот, связать пройму. Поэтому мы делим вязание пополам. Желательно, чтобы у вас было, конечно же, связано четное количество раппортов, чтобы оно легко поделилось на 2. Если вы связали нечетное количество, то тогда можно сделать по-другому. Большую часть на грудь оставить, меньшую часть оставить на спинку. Так тоже можно. Вот. И поскольку этот узор, он вот такими идет в последнем ряду, получаются волны вот такие, я его выравнивала и переходила на другой узор, который позволяет сделать ровный край, а потом вообще дальше я уже вяжу совсем другим узором. Вот, сейчас я покажу, как переходить на этот вот ровный край. Вот у меня здесь, еще не сказала, общее число раппортов 20, на спинке 10 раппортов и спереди тоже 10 раппортов. Все, сейчас я вот это вот распущу, покажу, как перейти на прямое полотно. Я сразу же разделила на две половинки, да, но вот как бы общее получилось для обеих половинок вот эта вот арочка. И я и с той половинки начинаю здесь, и с этой половинки я тоже начинаю здесь. Как бы эта арочка получается у меня и на спинку, и наперед. Так, делаю 4 воздушные петли. 1, 2, не 4, 3 воздушные петли. 2 накида на крючок. И следующее вот это вот пространство я вяжу столбик с 2 накидами. Накид. Вот между этими столбиками я вяжу столбик с 1 накидом. Далее в следующее пространство еще столбик с 1 накидом. И следующее пространство столбик с 1 накидом. Вот здесь вот посерединке вот этой арочки, арочки, которая у нас получилась из столбиков, вот под воздушной петелькой, нужно связать столбик без накида. Накид. Дальше снова 3 столбика в каждый промежуток с 1 накидом столбики. 1, 2 и 3. А дальше столбик с 2 накидами. Он будет идти перед рельефным столбиком. Вот. А здесь между 2 рельефных столбиков у нас будет элемент пико из 6 столбиков с 2 накидами. Так, первый столбик с 2 накидами. Второй столбик с 2 накидами. Все это мы вяжем под одну арочку. Третий столбик с 2 накидами. И 4-й столбик с 2 накидами. 5-й столбик с 2 накидами. 6-й столбик с 2 накидами. Так, возвращаемся теперь крючком в самый первый столбик,
Забираем петельку и протягиваем ее сзади. 2 накида на крючок. После рельефного столбика вот сюда вяжем столбик с 2 накидами. И все повторяем до конца ряда. Вот это то, что я показывала. Вот здесь дальше вот эти все элементы. И вот этот элемент будем чередовать так до конца ряда. Вот сюда в арочке мы заканчиваемся столбиком с 2 накидами. Так, я провязала ряд до конца. И сейчас я в этом ряду, вернее в следующем ряду, буду делать вот такой вот переход на пройму прямую. Вот так вот прибавлю его, поскольку рукав будет спущенный, и мне больше всегда нравится, как выглядит этот рукав, когда здесь немножко прибавляешь. Вот. И 2 воздушные петли я сделала. И сейчас сюда я свяжу одновременно, это будет как элемент узора и одновременно прибавка. 2 воздушные петли, накид. Сюда же в эту же петельку я делаю элемент галочка, то есть столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же я свяжу столбик с накидом. Еще 1 столбик с накидом в эту же петлю и начинаю вязать узор. Это просто вот прибавочку я сделала. Накид. Этот столбик следующий пропускаем, следующий вяжем галочку, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Дальше 1 пропускаем, следующий вяжем 1 столбик с накидом, накид, 1 пропускаем, следующий столбик вяжем галочку, столбик с накидом воздушная, столбик с накидом, накид, внизу пропускаем, столбик с накидом 1 вяжем. В общем, так вот чередуем до конца ряда. Галочки и столбики через 1 петлю. И в самом последнем столбике краевом мы выполним такую же прибавку, как вот здесь. Но я когда довяжу, я покажу, как сделать. Закончила я этот ряд. Вот у меня элемент последний галочка. И дальше я выполняю прибавление в последнем столбике. По логике узора у меня дальше должен идти столбик 1. Я сначала свяжу 1 столбик. Потом сюда же я свяжу галочку. И завершу 1 столбиком. Так. Эти краевые столбики можно вязать послабже, чтобы здесь не тянуло. Так, вот прибавочка в этом ряду с 2 сторон у нас выполнена. Все, выполнили. Дальше поворачиваемся. Обратно поворотные здесь ряды, поскольку мы вяжем 2 половинки изделия. Так, 2 воздушные петли. Теперь вот в этой галочке, в арке, вот в этой галочке будет вязаться по 3 столбика. Поэтому здесь 1 столбик, потом 3 столбика еще. Это вместо элемента из 3 столбиков. Все это в 1 столбик вяжем. И еще 1 столбик. Итого вместе с 2 петлями подъема это получилось 4 столбика. Это вот такая у нас прибавка, как бы она по логике узора идет. Дальше вяжем узор, накид. Вот эти столбики, которые вязались столбиками с накидом, теперь будут вязаться выпуклыми столбиками с 1 накидом. Вот накид, я нахожу этот столбик после галочки, под него вкалываюсь и выполняю столбик с накидом. Это вот выпуклый столбик, мы провязали накид. Сюда в галочку я выполняю 3 столбика с 1 накидом, 1, 2, 3, накид. Далее провязываю столбик рельефным выпуклым столбиком или лицевым рельефным столбиком его еще называют, с 1 накидом. Накид, дальше в галочку свяжу 3 столбика, 1, 2, 3, накид. Дальше я свяжу снова лицевой рельефный столбик.
И так дальше до конца ряда я буду чередовать эти элементы. В самом последнем столбике, вот в этом, мы тоже сделаем прибавочку. Также точно просто провязывайте в него 4 столбика с одним накидом. Это и будет прибавка и как бы элемент узора. Все, здесь прибавку я выполнила. Если вам нужно еще прибавить, то вы можете сделать и 3-й ряд, и 4-й ряд, в общем, сколько нужно. Я сейчас скажу, сколько у меня получилась ширина в сантиметров от прибавки до прибавки. Так, 30 плюс 24, получается 54 сантиметра. Дальше мы будем вязать прямо на высоту проймы до того момента, вернее, нужно будет учитывать тот момент, что нужно будет выполнить вырезы горловины по переду и по спинке. Вот, поскольку у нас здесь узор идет поворотными рядами и здесь он из рельефных столбиков, то я сейчас покажу, как на изнаночной стороне будут вязаться столбики, если кто-то не знает. В общем, вяжем по рисунку. Теперь у нас следующий ряд снова идет галочка через столбик, через рельефный столбик лицевой. А следующий ряд у нас опять будет рельефный лицевой через 3 столбика с накидом в галочку. Так, вот так будем чередовать эти раппорт узора, в общем, 2 ряда. Так, 2 воздушные петли подъема, накид, и вот в центральный столбик из этих вот 3 нужно связать галочку. Столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом. Следующий у нас идет рельефный лицевой на стороне, да, на лицевой стороне. А на изнаночной стороне он должен провязаться рельефным изнаночным, либо еще он называется рельефный вогнутый. Накид на крючок, и крючок вкалываем перед столбиком, вот так. И провязываем. На лицевой стороне это будет как лицевой рельефный. Накид. Снова у нас элемент из 3 столбиков. В центральный мы вяжем галочку. Столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом. Сюда же. Накид. Снова у нас рельефный изнаночный столбик будет. Накид. Крючок перед столбиком и столбик с накидом. Накид, снова в центральный столбик свяжем галочку, столбик с накидом, воздушная, сюда же столбик с накидом и снова рельефный изнаночный, крючок перед столбиком. И так дальше до конца ряда. В следующем ряду у нас будут вязаться элементы рельефный лицевой через 3 столбика с накидом в галочку. И так мы будем вязать прямо, как я уже сказала, до того момента, пока не нужно будет выполнять вырез горловины. Вы уже сами должны будете определиться, с какого момента вы начнете вырез горловины, сколько вы сантиметров провяжете от этого момента, как мы вот сделали прибавочки. Такая глубина горловины у вас и получится. Я сейчас это все доделаю и покажу, что и как. Сейчас я перейду к вывязыванию горловины спереди. Я вот провязала таким узором от ряда, где я выравнивала, то есть от начала проймы, получается, провязала 9 сантиметров. Сейчас я отложу по линии плеча. Вот здесь 11 раппортов, с каждой стороны у меня будет по 11 раппортов отложено. 3, 6, 9, 11. Вот эти 11 раппортов я сейчас провяжу. И то 11 последний раппорт у меня будет провязан не полностью. Там будет убавка сделана. Так. 1, 2. В общем, провязать нужно до 11 раппорта. Сейчас. Я сейчас 10 раппортов полных провязала. Вот. И в 11 раппорте я сейчас буду делать первую убавочку. Накид на крючок. Здесь сейчас по логике узора у нас должно быть 3 столбика подарочку.
но я провяжу только 2. 1, 2. Вот здесь рельефный столбик я провязывать не буду. Повернусь. И дальше в этом же ряду делаю 2 воздушные петли. Этот вот столбик я не буду провязывать, ничего с ним делать не буду, просто вот сразу же перейду сюда под, в общем, свяжу рельефный изнаночный столбик. Вот мы убавили целый раппорт. Вот эти средние 7 раппортов вообще я не трогала. Вот на этих 11 раппортах с противоположной стороны я тоже буду убавлять. Итого, если 11 раппортов, это ширина плеча. Сейчас скажу, сколько получается сантиметров. Так, 3, 6, 9, 11. Вот получается ширина 21 сантиметр плеча. Если вам надо больше или меньше, то смотрите сами. В общем, вяжем до конца ряда теперь просто без убавок и без прибавок. Мы выполнили уже убавки в 2 рядах. Когда мы вернемся в лицевом ряду, мы в конце ряда снова сделаем здесь убавочку. Я сейчас вот уже в лицевом ряду. В конце ряда я тоже буду делать убавку. То есть получается мы выполним 3 убавки. Первая у нас будет в лицевом ряду в конце ряда. Вторая будет у нас в изнаночном ряду в начале ряда, и третья убавка снова в лицевом ряду в конце ряда. Сейчас я посмотрю, сколько останется у нас всего лишь-то сантиметров по плечу. Может быть, я еще сделаю одну убавочку на изнаночной стороне, но может быть и не буду. Сейчас я посмотрю, сколько получится сантиметров и какая получится ширина горловины в этом случае. В общем, довязываем до вот этого места. Так, вот я довязала. У меня получается здесь 3, 6, 9, 10 раппортов. Накид. Вот я здесь, у меня рельефный столбик, и далее идет столбик просто из 2 воздушных петель. И я сразу же вкалываюсь в последний столбик из 2 воздушных петель и сделаю столбик с одним накидом. Вот, еще одна убавочка у нас получилась. Все-таки я сделаю еще одну убавочку в изнаночном ряду. Так же точно, как мы делали в прошлом изнаночном ряду. 2 воздушные петли. Накид. Здесь провяжу только 1 столбик с накидом. Накид. И дальше вот уже начинаю рельефный изнаночный столбик вязать. Дальше все так же по узору. До конца ряда. Получается такой вырез горловины, уже его видно. Так, 4-я убавка была в изнаночном ряду. Потом я повернула, связала лицевой ряд. Вот почти до конца. И здесь у меня последние элементы. Это рельефный столбик лицевой. И в последний вот этот столбик из 2 воздушных я свяжу столбик с одним накидом просто. Все, я завершила эти убавки. У меня получилась ширина плеча. Так. 18,5 сантиметров. Если вам нужно плечо меньше, то вы еще делаете убавки, так же как мы делали до этого. Если вам нужно плечо больше, то вы делаете меньше убавок. Дальше я не буду делать убавок никаких больше, буду вязать прямо на высоту проймы, которая мне нужна. Вот, у меня сейчас высота 15 сантиметров. Ну, я, наверное, провяжу еще 3 сантиметра, может 4, на высоту 18-19 сантиметров. Смотря какая вам нужна будет высота, то вы и свяжете. Вот здесь может быть уже любая высота. Я вот сейчас просто буду вязать прямо, туда-обратно.
Надеюсь, понятно. Так, и с другой стороны все так же точно. Отсчитываем отсюда 11 раппортов. И теперь уже выполняем убавки в зеркальном отражении. В лицевых рядах у нас будет в начале ряда убавки, а в изнаночных у нас будет в конце ряда убавки. Точно так же, как вот здесь. Такие же точно убавки. Ну, я не буду показывать на той стороне, потому что это все аналогично, только в зеркальном отражении. А сейчас на высоту проймы я добираю необходимое количество рядов. Сейчас подключусь, сколько у меня получится. Так, я выполнила вязание на высоту проймы. Она у меня получилась 18 сантиметров. Если вы хотите больше, то вы можете вязать больше. В общем, итого в рядах это получилось плюс 4 ряда без убавок, без прибавок. И сейчас буду я выполнять плечевые скосы. Я буду выполнять плечевые скосы. Вот у меня осталось 9 раппортов. Убирать сразу по 3 раппорта. Первые 3 раппорта, потом вторые, потом третьи. Как это я буду делать? Сначала берем и вот эти 3 раппорта первые просто делаем соединительные столбики по всей этой длине этих 3 раппортов. 1. В общем, вот так в каждую петельку мы делаем соединительный столбик на протяжении первых 3 раппортов. 2 уже провязали, остался вот 3. Делаем так, чтобы не тянуло. Петельки так не туго затягиваем. Так, вот рельефный столбик 3-го раппорта. Вот мы связали эти соединительные столбики, то есть убрали эту высоту. Теперь вот сюда, вот следующий, мы сначала свяжем столбик без накида вместо этих первого столбика с накидом. Далее полустолбик. Далее столбик с одним накидом. Далее рельефный столбик и до конца ряда все по порядку, как и было по узору. В общем, дальше до конца ряда по узору. До конца ряда я провязала. Теперь делаю 2 воздушные петли. Поворачиваюсь наизнанку. Провязываю первые вот эти 3 раппорта, все как обычно. По рисунку. Так. Рельефный лицевой галочка. Ой, рельефный изнаночный галочка, рельефный изнаночный галочка и рельефный изнаночный галочка. Еще один рельефный изнаночный. Мы провязали 3 раппорта. А вот в эту последнюю галочку, вернее, вместо последней галочки я провяжу следующее. Сюда в средний столбик, столбик без накида, воздушная, и соединяемся просто соединительной петелькой. Так, вот у нас получился такой небольшой скос плеча. Он небольшой, но он есть здесь, тем не менее. Можно, конечно, его еще больше сделать. Я думаю, что вполне достаточно. Так, на другом плече, так, теперь ниточку обрываем. На другом плече делаем все то же самое. И переходим к вывязыванию горловинки на спинке. Теперь перейдем к вырезу горловины на спинке. Поскольку у нас должно совпадать количество раппортов в итоге на плечах спинки и плечах переда, а здесь у меня в высоту спереди провязано после прибавки на проймы 17 рядов, а здесь на спинке у меня провязано 15 рядов, то есть я должна буду сделать убавки на 2 рядах. Поэтому я сейчас сразу же провяжу 9 рядов полных,
9 раппортов полных я провяжу, а в 10-м раппорте я буду делать убавки за 2 ряда. В лицевом ряду убавку и в изнаночном ряду убавку. И останется у меня всего 9 раппортов узора, так же как и спереди. Так, то есть вот сейчас я провязываю лицевой ряд 9 раппортов полностью. Подключусь, когда буду делать. Так, 9 провязала полных раппортов. Теперь вот в эту галочку свяжу 2 столбика, 1, 2, повернусь, сделаю 2 воздушные петли, делать не буду, и сразу же перейду на вязание рельефного изнаночного столбика. А здесь все по рисунку. Рельефный, галочка, рельефный, рельефный изнаночный, галочка, рельефный. И со следующего ряда лицевого я уже буду вязать скос плеча здесь на спинке. Аналогично выполняем скос плеча, то есть сначала переходим в 3 раппорта соединительными петельками просто. Каждую косичку соединительная петля. Так, первые 2 уже я завершила. Так, вот 3 прошла соединительными петельками. Теперь сюда следующий раппорт, столбик без накида, полустолбик, полустолбик, столбик с одним накидом. Дальше рельефный и по порядку до конца ряда по узору. Дальше повернемся. До конца ряда провязала, поворачиваюсь, 2 воздушные петли. Далее по узору галочка, рельефный изнаночный, галочка, рельефный изнаночный, галочка, рельефный изнаночный. И вот 3 раппорта мы провязали, да? Вот следующий средний столбик мы вяжем столбик без накида, галочка и соединитель, ой, не галочка, воздушная петля и соединительный столбик. Все, сделали скос плеча на спинке. В принципе, они должны быть одинаковые, что на спинке, что спереди. Противоположные стороны должны быть равны. Так, и здесь выполняем скосы в зеркальном отражении. То есть с этой стороны у нас будут соединительные столбики. Лучше, естественно, не лучше, а правильно будет начинать вот отсюда. Отсчитаем здесь 3, 6, 9, 10. Вот с этого в этом раппорте будут убавки. То есть средние у нас здесь должны быть полные 3, 6, 8. Получается здесь 8 полных раппортов в середине. Вот этот 10 у нас пойдет на убавку. С него начнем. И в конце ряда, в общем, перейдем. Здесь сделаем сначала убавки в лицевом, потом в изнаночном в конце ряда. И здесь начнем потом вязать просто прямо. В конце ряда у нас будут соединительные петли. Повернемся. Уже будем вязать в изнаночном ряду. В 4-м раппорте здесь так же, как я вязала вот здесь. Столбик без накида, полустолбик, столбик с накидом. И все то же самое, только все будет в зеркальном отражении. Вот такой же скос плеча должен получиться.
а по ширине должно быть 9 раппортов там и там и там. Все. Останется только выполнить плечевые швы и связать рукава. Все-таки я решила показать, как связать скос плеча в зеркальном отражении, потому что я думаю, скорее всего, большинству будет непонятно. Вот вяжем мы в этом направлении. Начинаем убавки мы в этом же направлении, то есть с лицевого ряда, поэтому будем делать следующим образом. Я убавки уже закончила, вяжу по рисунку. Сейчас я провязываю 6 раппортов полностью по рисунку. Вернее 5, а в 6-м раппорте я уже буду немножечко по-другому делать. Так, 2. Третий раппорт провязала. Так, 4-й. 5-й. Так. И вот подхожу к 6-му раппорту. Здесь я сделаю следующий столбик с накидом полностью, полустолбик и столбик без накида. Здесь я соединяюсь в рельефном лицевом соединительной петлей. Вот, получила я здесь первое убавление на скосе. Теперь я перехожу сюда, вот эти 3 раппорта соединительными петельками в ту сторону, 1, соединительными, в общем, петлями я прохожу 3 раппорта сюда. Так, уже прошла, уже что-то как-то даже перебежала. Так, здесь я делаю следующее. Соединительная петля, воздушная, столбик без накида. Далее продолжаю по рисунку рельефный, изнаночный. И так дальше. Довязываю 3 раппорта до конца. Галочка последняя. И в конце столбик с накидом. Все, вот получился скос плеча, только уже в зеркальном отражении. Видите, тут немножечко получается все-таки по-другому. И я думаю, что было бы непонятно, если бы я не показала. Ну все, теперь, в общем, сшиваем скосы плеча, вяжем рукава. А на рукавах я уже подключусь. Вот видите, одинаково абсолютно получились скосы плеча. Абсолютно одинаково. После того, как выполнили все плечевые скосы, все связали, начинаем выполнять швы плечевые. Вот я уже здесь сшила. Это изнанка. Ниточки пока, конечно, торчат. Вот так вот выглядит лицевая сторона. Вот, узор у меня здесь идет по раппортам. Соединяла я швом обычным, вперед иголку. Берем трикотажную иглу с тупым кончиком, вставляем ниточку такую же, которой мы вязали, и начинаем соединять. Учитываем обязательно то, чтобы у нас здесь совпадали элементы узора, чтобы галочка на одной стороне совпадала с галочкой на другой стороне.
подхватываем сразу же обе косички, чтобы ниточка проходила под косичкой. Это очень важно, чтобы не было там остатков полупетель на лицевой стороне потом. Вот так полностью, чтобы ниточка проходила под обеими косичками на обеих сторонах. И смотрим внимательно, у нас получается ли так, чтобы соединилась косичка с косичкой, рельефный столбик с рельефным столбиком. Не торопитесь, очень аккуратненько все, чтобы совпадало. Иначе это будет смотреться некрасиво на лицевой стороне. Поэтому аккуратненько все вот таким образом соединяем. Одновременно наблюдаем, совпадают ли у нас элементы узора. Так, сейчас вот еще немножко прошью и заглянем на лицо. Посмотрим, что там получается. Заглядываем. Так, смотрим. Все совпадает. Галочки совпадают, рельефные столбики совпадают. Продолжаем в том же духе. Ну, я думаю, что здесь прям таких уж сильных сложностей быть не может. Единственное, что нужно быть внимательным. Очень. И аккуратно все это сшить. Можно, в принципе, и крючком, но будет толстовато, конечно. Лучше это сделать иголочкой и ниточкой. Так, все, продолжаем сшивать. Плечевые швы я выполнила. Вот так вот выглядит на лицевой стороне шов. Теперь нам нужно сделать шов вот здесь, где у нас прибавка на проймы пошла. Точно так же берем иголочку и также точно мы соединяем таким же швом здесь. Аккуратненько. В общем, зашиваем также точно здесь все. Аккуратненько. Ниточки спрячем все потом, пока их не спешите убирать. Может быть, что-то придется, мало ли, может быть, что-то придется исправлять, кто его знает, всякое бывает. В общем, вот на лице получается вот так. В общем, соединяем все швы. Выполнили все швы, начинаем обработку горловины. Берем крючок меньшего номера, я взяла 2,5, делаю петельку и начинаю со шва. Вот, вкалываюсь прямо в шов, делаю 2 петли подъема и начинаю набирать столбики с одним накидом. Сразу одновременно я вот эти все хвостики ввязываю в горловину. В тело столбика я вкалываюсь и делаю 1 столбик. Дальше столбик между столбиками, в тело столбика 1 столбик. Ну, можно даже чуть поближе сюда. Вот так, чтобы особенно больших-то дырок у нас не было. Ближе к концу столбика. В общем, так распределяйте, чтобы больших дырок не было, но чтобы и сильно много столбиков тоже не было, чтобы не было никаких волн. Старайтесь так распределять. Вот таким образом я набираю там, где идет, где идут столбики, вот как бы поперек, не косички.
Набираю я так по всей окружности. Стараюсь подхватывать 2 ниточки, чтобы не было перерастянутых таких больших дырок. Хвостик одновременно вот этот я уже ввязала практически весь. Так. Так. Добрались уже практически до косичек. Вот теперь в каждую косичку я вяжу по одному столбику. Еще один моментик. Вот на этой стороне набрали столбики на этой стороне, посчитали, сколько их. И такое же количество столбиков вам нужно будет набрать по этой стороне, чтобы не было здесь перекоса, когда горловину вы будете уже надевать на себя. В общем, продолжайте набирать по всей окружности горловины. Потом я подключу, что делать дальше. Все, я вот набрала по всей окружности столбики. Убрала все хвостики одновременно и начинаю переходить ко второму ряду. Здесь соединяюсь во второй воздушной петле подъема. 2 воздушные петли, накид и вяжу рельефный лицевой столбик, следующий рельефный изнаночный, рельефный лицевой, рельефный изнаночный. И так дальше до конца ряда и все последующие ряды на нужную нам длину резинки. Какую вы хотите, такую вы и свяжете. Все. Заканчивается на этом эта часть моего видео по вязанию данного свитера. В следующей части будут рукава. И работа над ним будет завершена. Всем огромное спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале. Если что-то было непонятно, то обязательно пишите комментарии свои. Задавайте вопросы. По возможности всем отвечу. Всем пока-пока. С вами была Елена и канал Вяжу с удовольствием.